So we were talking about ice in the book of Job. Итак, в книге Иова много говорится про лед. And there's evidence that the ice age probably happened 200 or 300 years after the flood. И есть свидетельство того, что ледниковый период случился где-то 200-300 лет спустя после потопа. Do y'all say sometimes it's too cold to snow? У вас есть такое выражение: слишком холодно, потому нет снега? Because in order to snow, there has to be a lot of moisture in the air. Поскольку для того, чтобы шел снег, в воздухе должно быть много влаги, должна быть влажная атмосфера. But the colder it gets, the air can't hold very much moisture. Но чем холоднее становится, тем меньше влаги может удерживаться в воздухе. Scientists can't explain the ice age. Ученые на самом деле не могут объяснить, как вообще случился ледниковый период. So if you look on Wikipedia, for example, they'll have 7 ice ages. Когда, если вы посмотрите Википедию, например, они перечисляют несколько ледниковых периодов. And that just waters down the issue, but nobody can explain it. И это просто попытка замять проблему, да, размыть ее, но в реальности никто не может объяснить, как вообще это началось, почему такое вообще происходит. So to have all that moisture in the air and to snow so much, you have to have very hot oceans. Для того, чтобы в атмосфере было столько влаги, то есть и для того, чтобы шло столько снега, для этого вам нужно, чтобы вода в океане была горячей. Now, biblically, we know that happened at the flood. И библейски мы знаем, что как раз-таки вот это вот подогрев воды в океане случился во время потопа, точнее перед потопом. Now, at the flood, it rained for 40 days. При потопе дождь шел 40 дней. But it also says the underground caverns broke open and water came from underground. Но также сказано, что подземные там бездны открылись и вода пошла еще из-под земли. That looks like a volcano. Похоже на описание вулканической активности. So you have volcanoes putting water in the atmosphere and heating the oceans. То есть мы видим, что вулканы с одной стороны выбрасывают подземные воды в атмосферу, а с другой стороны еще и океан подогревают. You have dust in the air cooling the atmosphere. И помимо этого еще вулканические выбросы, да, там сера, пыль затемняет атмосферу, да, то есть солнце меньше пробивается и воздух охлаждается. And that sets the basis for massive amount of snow over 50 or 100 years. И вот именно таким образом создаются условия, из-за которых в течение 50-100 лет шел обильный снег. But that can't happen today. Но такого сегодня не может случиться. So the time period for that would be somewhere in here. И временной период, когда это случалось, это вот где-то вот здесь. And if you remember, the famine in Jacob's day was all over the world. И если вы помните голод, который был во времена Иакова по всему миру, We've never seen a famine all over the world. В наши дни мы никогда еще не видели такого, чтобы голод был по всей земле. And as we look into Job, Когда мы смотрим книгу Иова, there's some really odd things going on. там вообще что-то странное порой творится. Look at Job 6, Посмотрите, 14. пожалуйста, Иова 6 глава, 14 стих. Иов 6, 14. Yeah, so we got just read verse 14 through 17. 6:14, yeah? Yeah, 6, 14 through 17. 14 по 17 стих прочтите, пожалуйста. Страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда, в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умаляются, и во время жары исчезают с мест своих. Well, that certainly doesn't happen to Edom today. Но однозначно в Едоме, в современной там Иордании такого не происходит. Look at chapter 37, verses 9 through 11. Посмотрите, пожалуйста, 37 главу, стихи с 9 по 11. 37, 9, 11.
chapter 37, just look at those 3 verses, Да, verse эти 9 три through 11. стиха. Еще раз. 37 глава, с 9 по 11 стих. От юга приходит буря, от севера стужа. От дуновения Божьего происходит лед, и поверхность воды затвердевает. Также влагой он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. So you have frozen lakes in Job's day. Да, мы видим в дни Иова замерзшие озера. I don't think there's any Middle Easterner that's seen a frozen lake unless he went to a hockey game. Я не думаю, что вообще где-то на Ближнем Востоке вы сейчас можете найти замерзшее озеро или какую-то замерзшую воду, если только не окажетесь в каком-то ледовом дворце на хоккейном чемпионате. Now look when God speaks in chapter 38, Но посмотрите, как Бог говорит в 38 главе, verse 25 through 30. стихи с 25 по 30, 38 глава с 25 по 30 стихи. Пошлите кто-то. Зливим протоку вповів, а для громовиці дорогу, щоб дощити на землю безлюдну, на пустиню, в якій чоловіка нема, щоб пустиню та пущу насичувати і щоб забезпечити вихід траві. Чи є батько в дощу, чи хто краплі роси породив, із чиєї утроби лід вийшов, а іній небесний, хто його породив, як камінь тужавіють води, а поверхня безодні ховається. So water becomes hard like stone and imprisons the deep. И вода становится крепкой, как камень, и замерзает поверхность бездны. That's a lot of cold. Это очень холодно. And so Это много холода. So if anything, and Job's familiar with this, or God wouldn't be saying it to him. И Иов знаком со всеми этими явлениями, иначе Бог бы ему об этом не говорил. So the conditions were very different in Edom in Job's day and what we know today. Поэтому в дни Иова условия были в Едоме совершенно другие, чем те, которые были Божьи, которые мы знаем сейчас. Now a couple of other evidences that we want to look at on the Несколько date. еще свидетельств, которые мы хотим рассмотреть касательно датировки. So, briefly, your position on dating is Job is somewhere here. Yeah, so Job's right around there, maybe 2000 BC. It's when the events of the story happen. То есть Иов, он где-то вот в этом районе, да, где-то там 2100-2000 годы. То есть это вот именно тогда случилась вся эта история. Yeah, and one other thing is Job's age. И еще один интересный вопрос – это возраст Иова. Now, if you look in chapter 42, look at the very end. Если вы смотрите на, откройте, пожалуйста, 42 главу, посмотрите в самый ее конец. If you'll look at particularly verse 12, I believe it is, you'll see a whole list of numbers. И особенно в 12 стихе, пожалуйста, вот там целый список чисел. Now notice those numbers. Hold that in your mind. I mean, don't memorize it, but just. Обратите внимание на эти числа. Просто пометку сделайте, не заучивайте на память, прямо запишите. Можно ссылку еще раз? 42:12 And we're going to compare that to the beginning of the book. и 1000. Now, one of the numbers there at the end, verse 16, is Job's age. И одно из чисел, которое важно помнить, это в 16 стихе возраст Иова. It says then, or it says after this, Job lived another 140 И years. сказано, что после того Иов жил 140 лет и видел там до 4-го рода внуков. Now turn to Job chapter 1. Теперь откройте, пожалуйста, 1 главу Иова. Now look at the numbers there in verse 3. Посмотрите, пожалуйста, на числа в 3 главе. You'll notice that everything at the end is double of everything at the beginning. Вы видите, что в конце все удвоилось по сравнению с тем, что было в начале. So Да? we don't know 14 тысяч и 7 тысяч. how old Job was when he started. Мы не знаем, сколько лет было Иову, когда все это началось. But if he lived another 140 years, more than likely he started at 140. Но если он после этого прожил 140 лет, то более чем вероятно по логике событий, что и началось это, когда ему было 140 лет. That would imply Job was 280 when he died. И тогда мы приходим к выводу, что Иову было 280 лет в момент его смерти.
So once again, that puts him way up that timeline. И опять же, это его все, такие соображения переносят его очень-очень наверх в нашей вот временной шкале. Peleg, that guy we read about when the earth was divided, Помните Фалик, да, человек, о котором мы читали, что при нем земля разделилась? he lived to be 239. Он дожил до 239 лет. His dad, Eber, lived to be 464. Его папа Евер жил 434 года. Abraham's dad, Terah, lived to be 205. Папа Авраама Фара дожил до 205 лет. So that puts Job right in that time region of Abraham's grandfather. И это все перемещает вообще жизнь Иова как раз таки в то самое время, когда жил дедушка Авраам. So all of those things lead me to put it at that date. И поэтому все эти соображения меня побуждают датировать книгу именно этим временем. Question from Nadia. Yes. По логике, если там все удваивалось, возможно, ему было 70 лет, чтобы удвоилось 140, потому что там уже были и внуки от предыдущей жизни. So logically, maybe it's just he was 70 when that happened. So and then his years were doubled in addition to what he lived. Well, notice what it says in chapter 42. After this, Job lived 140 years. Her point is maybe he was 70 when that happened because And he then had lived another 100. Well, okay, so sons and daughters. He did not have grandsons. And all right. So here's another interesting question on the doubling. да, еще один интересный вопрос по удвоению. Is he had it's 6 at the beginning, right? Or is it 3? 6 Sons or children. 2, verse 2, 7 sons, 3 daughters. Yeah, there we go. 7 sons and 3 daughters. В начале, во первом и втором стихе мы видим, что у него 7 сыновей и 3 дочери. Now look at the end. What does he have? Посмотрите в конце, сколько у него их. He had in verse 13. He had 7 more sons and 3 daughters. That's the only number that's not doubled. И у него сказано, что снова 7 сыновей, 13 стих, и 3 дочери. Это единственные числа, которые не удвоились. Now, one of the interesting arguments for resurrection. Один из интересных аргументов в пользу воскресения. Remember, all his children were killed at the beginning. Помните, что эти дети были убиты в начале. Is that he did have double children. Аргумент в том, что количество детей у него таки удвоилось. Because their souls are still alive. Поскольку like they were resurrected. Well, they were resurrected at this time, but their souls are still alive. They're in heaven. Ага, да, но один из аргументов это то, что их души до сих пор живы, они на небесах. So God doubled his wealth in terms of animals. Поэтому Бог удвоил богатство Иова, там говоря о животных, да, то есть. He doubled his blessing in terms of children. Бог удвоил благословение Иова также в вопросе детей. And he doubled his life in terms of age. И он удвоил его жизнь в вопросе возраста. So anyway, there's room for argument, certainly. И однозначно здесь большое пространство для дебатов. There's no reason whatsoever to have hard feelings on the date of the book of Job. Поэтому нет никаких оснований у вас занимать какую-то железобетонную позицию по поводу датировки Иова. But now my view is that when this happened, Job was 140. Но моя точка зрения, что когда это все случилось, Иову было 140 лет. So recognize his friends were probably somewhere between the age of 150 and 180, because they seemed to be a little older. И важно с этой точки зрения то, что его друзья были тогда где-то 150-170 лет. Кажется, что они немножко старше его. So Elihu says, I was silent because I'm the younger guy. И Илиу говорит, что я тут помалкивал, потому что я самый младший из вас. So Elihu was probably only 80, maybe 100 years old. Поэтому Илиуй был, скорее всего лишь 80-100 лет. So he's not younger in the sense of, oh, I'm 18 and I'm going to give you advice. Да, он младше не в том смысле, что я подросток, мне 18, я вот сейчас вам буду тут советовать. No, he's a 100-year-old guy. Нет, этому молокососу всего лишь 100 лет. So these guys have been around for a while. Да, поэтому эти люди пожили свое. And again, that's reason to take what they say seriously. И по этой причине
стоит всерьез прислушаться к их словам. They have observed a lot of God's world. Эти люди уже видели очень многое в мире, который сотворил Бог. All right. Yeah, so that's... Что еще? Я кажу, я чи завжди уявляла Київське десятиріччя. Yeah, Alexis says that she was always imagining Ellie who like 50 years old. Oh yeah. Я Yeah. думала лет 35. Or maybe 35 years. Me too. Я тоже так думаю. Yeah. У мене просто зараз згадуючи книгу, згадуючи книгу Буття, коли Бог каже, що будете жити 120 років. So, like, I remember the book of Genesis where God said, okay, you live too long, like you're gonna live 120 years. І якби це такий таймскіп, типу, що він говорить за події після Йова, чи це було до Йова якось? So how could it work out? God said that before the flood. So did this decrease in life longevity happen before Job or after Job or in times of Job? So here's an interesting experiment for you. Вот интересный для вас эксперимент. If you're an engineer and a math guy. Если вы по математике и по инженерии. Before the flood, everybody's age was about 900 years old. До потопа возраст, там, средняя продолжительность жизни колебалась в районе 900 лет. You hit the flood, and if you take some graph paper and you put all these dates on there. Потом случается потоп, и если вы нанесете по клеточкам разложите и посмотрите, сколько начиная с потопа жили люди. These ages, if you plot them on a graph and go like this, you'll find an exponential decay curve. То вот продолжительность жизни уменьшается по экспоненте, экспоненциальная кривая. And every engineer will recognize that is a curve that happens between two steady states. И любой инженер вам скажет, что такая экспонента происходит при переходе из одного стабильного состояния в другое стабильное состояние. For example, this would be reversed, but if you had ice water and you had frozen water. Например, это чуть перевернуто, но если у вас заледеневшая вода, ice water in a glass. Да, если у вас там ледяная вода в стакане, и просто лед, и представьте себе температуру каждую минуту, да? It would make this same graph as it approached room temperature. То получается вода будет вот по этой экспоненте нагреваться до тех пор, пока не достигнет температуры в комнате. So you have a steady state of frozen and a steady state of room temperature. Замерзшая вода, да, как она тает, да, то есть есть стабильное состояние лед, там из морозилки достали, и есть стабильное состояние комнаты, и по экспоненте будет убывать температура. Now, did Moses make up these ages to be a perfect exponential decay curve? Скажите, Моисей, он, конечно же, был такой грамотный, что он просто продумал, как эти возрасты должны улечься в экспоненциальную кривую, да? Probably not. Скорее всего, нет. Now, I think he could figure it out. Ну, я думаю, что он, конечно, мог в этом But разобраться как-то. I think the world had an environment before the flood. Но я думаю, что в мире окружающая обстановка до потопа Now we have an environment after the flood. была одной, и после потопа она стала другой. And we can only make it to about 100 or 120 years nowadays. И в наши дни мы можем дожить до 100, до 120 лет максимум. Now, when you get to the second advent, people are going to say, how are people going to live in the millennium? И когда мы доберемся до второго пришествия, то сколько там в тысячелетнем царстве люди будут жить? Well, Isaiah tells us there's a new creation. Да, ты там 100 лет это будет еще вообще молодняк, да? Исаия говорит, что будет новое творение. Apparently, the Lord will restore that original environment. Очевидно, что Господь восстановит ту изначальную окружающую среду, которая была. So now a normal age is 900 years once again. И в тысячелетнем царстве нормальная ожидаемая продолжительность жизни снова будет колебаться в районе 900 лет. And so that explains those verses that say it's very weird for somebody to die in the millennium. И вот так объясняется, почему очень странно будет, что кто-то вообще будет умирать в тысячелетнем царстве. So anyway, so we live in a very odd time. Мы живем This is very unusual. в очень странные, в очень необычные времена.
Now we don't think that way because that's all we know. Мы так не думаем, конечно, что это все, что мы, это все, что мы знаем. So Job is in this transition period. И Иов жил как раз-таки вот в этот вот переходной период, в процессе перехода. All right. And like closer to the end of that transition, basically. Yes. Да, ближе Yep, к концу уже этого перехода. He's about halfway down. He's at 280 and Moses at 120. Да, то есть, например, Иов дотянул до 280, судя по всему, Моисей уже ближе до 120. All right. So now let's go to purposes. Does that say purpose? Yes. Okay. Purposes. Итак, коснемся теперь целей книги. All right. Simply put, it's to teach man how to deal with suffering. Если по-простому сказать, то цель книги — научить человека справляться со страданием. I think the simple answer is Job 38 to 42. Я думаю, что простой ответ — это главы с 38 по 42. Is focus on the Creator Это фокус сконцентрироваться на Творце and trust God for deliverance. и довериться Богу в том, что Он избавит. We also read already Job 28 Мы уже с вами также читали Иова 28 главу, is turn away from evil. и где говорится, что начало мудрости — страх Господень и уклонение от зла. Yeah, fear God and turn away from evil. Да. Доверяй Богу, бойся Бога и уклоняйся от зла. So that's the answer to the problem. И это ответ на проблему страданий. And actually that's the biblical answer to every problem. И вообще говоря, это библейский ответ на любую проблему. So this is the first book in the Bible. Это первая книга в Библии. All the other books are going to unpack that answer. И все остальные книги будут просто раскрывать, разъяснять этот ответ. Now that answer may not satisfy the curious. И может быть этот ответ не удовлетворит самых любопытных. And sometimes we just don't need to know. И порой Бог просто решает, что нам не нужно знать всех ответов. So, I lost my thought. What was I going to say here? And so back to the ages again. Возвращаясь снова к векам и к датам. We have 40 chapters of suffering, right? У нас 40 глав страданий в этой книге. So when you think of Job, you think of suffering. Да, поэтому когда вы думаете о книге Иова, вы думаете о страдании. There's some comments in the book that he talks about this months of suffering. Months. Да. И есть несколько комментариев в этой книге, которые указывают на то, что страдания его длились несколько месяцев. So Job lived 280 years. То есть если Иов жил 280 лет. And this suffering period is months. 1 month or few months. Several months. Да, и если этот период страданий, несколько месяцев. In the first 140 years, he was incredibly prosperous. И первые 140 лет он был невероятно богат. In the last 140 years, he was double prosperous. А вторые 140 лет его богатство еще даже и удвоилось. That period of suffering is so small. То этот период страдания настолько маленький. And yet what we think about is the suffering. Но при этом все, что мы думаем о жизни Иова, страдания. And I think that's part of our lives too. И я думаю, что так оно происходит и в нашей жизни тоже. God has already taken care of our eternity. Бог уже позаботился о нашей вечности. And I bet in a lot of our lives we're already prosperous. И я думаю, что даже уже в нашей жизни многие из нас на самом деле процветают во многих вопросах. But today I hurt. Но сегодня я услышал. And I want God to fix it by Monday. То есть, простите, сегодня мне нанесли какую-то рану, какой-то удар. Я хочу, чтобы Бог это исправил уже в понедельник. But that's not the answer. Но это не ответ. The answer is concentrate on the character of God. Ответ в том, чтобы сфокусироваться на характере Бога. So, more complicated answer to the purpose question. Но более сложный ответ на вопрос цели Is
One thing that I've observed in my spiritual life Например, вот одна вещь, которую я наблюдаю в своей духовной жизни, is God is so big and so complex что Бог настолько великий, настолько сложный, that He never fixes one problem in isolation. и настолько многогранный, что Он никогда не решает одну какую-то проблему изолированно от других. When He fixes one thing, He fixes a lot of things at the same time. Когда Бог разбирается с чем-то одним, когда Он решает какую-то одну проблему, Он параллельно решает сразу несколько. So, from this book, not only is this the big answer, И в этой книге не только вот это вот такой большой правильный ответ, but God's going to fix some of these things too. но Бог параллельно еще разбирается с некоторыми другими проблемами и So, дает that- ответы на другие вопросы. Another purpose is to deny the dogma of compensation theology. Еще одна цель – это отвергнуть догму так называемого богословия компенсации. Now, what this means Что это is значит? that not only are the righteous blessed by God, but they must be blessed by God. И богословие компенсации говорит, что праведные не только благословляются Богом, но что они должны благословляться Богом. And not only are the wicked punished by God, but they must be punished by И God. что не только нечестивые наказываются Богом, но что Бог должен их наказывать. And the corollary to that statement is if you're suffering, you must be wicked. И логический вывод из этого богословия – это то, что если вы страдаете, значит Бог вас наказывает, значит вы нечестивы. Now, that is a view the Pharisees had in the Gospels. Это тот взгляд, которого придерживались фарисеи в Евангелии. And Jesus fights that view. И Иисус сражался, он противостоял этому взгляду. But the book of Job just demolishes that view right from the beginning. Но книга Иова просто разбивает эту точку зрения на части с самого начала. God is not obligated to you. Бог ничего вам не должен. Now that does not mean that God has not made promises. Это не значит, что Бог не дает обещаний. And that doesn't mean that He's not going to keep His promises. Yes, He will. И это не значит, что Он не держит свои обещания. Конечно же, Он их держит. But you do not have the privilege of telling God, I'm good, so you need to bless me now. Но у вас нету привилегии говорить Богу: Бог, я такой хороший, поэтому ты должен меня сейчас благословить. God is not obligated to you. Бог не обязан вас благословлять. You are obligated to trust Him. Вы обязаны доверять Ему. And as you trust Him, you will grow wiser. И если вы доверитесь Ему, вы вырастете в мудрости. Now also, we'll find out here that there are many reasons for suffering. И также второй момент, дополнительная цель, это показать разнообразные причины страданий. Now Elihu is going to bring up about 12 different reasons for suffering. Илиуй предложит нам порядка 12 разных причин страданий. Now again, don't get hung up on the number 12. Опять же, не зависайте сильно на числе 12. But he's going to have reasons that believers suffer, reasons that unbelievers suffer. Но Илиуй действительно приводит нам различные причины, по которым страдают верующие, неверующие. Righteous people suffer, wicked people suffer. Праведные почему страдают, нечестивые почему страдают. The point is, there's a whole bunch of reasons, and we don't always know what the reason is. Идея в том, что есть целая куча разных причин, и мы порой далеко не всегда знаем, какая именно причина в нашем случае. And again, this is the point I made before. God does not operate on a quid pro quo, means this for that basis. Да, Бог не обращается с человеком, это третье, я уже упоминал, с человеком по принципу баш на баш. Yeah. So, Да? key verses. Понятно? Или это По принципу Паркера. да, вернее тебе, да? Баш на баш. Yeah. Because I do this, God now has to do that. Поскольку you scratch my back, I scratch you. Yeah, exactly. Да, я сделал это тебе, ты должен сделать мне, да? Ты потер мне спинку, я потру тебе, да? Так не работает. Yeah. So here's a description of compensation theology. И вот здесь описание более подробное богословия компенсации.
And this presumed that there was basically a contract. И такое богословие подразумевает некий договор, контракт с Богом, In which my actions demanded God to do something. И согласно этому контракту мои действия вынуждают, обязывают Бога поступать определенным образом. And that is going to be denied in the book of Job. И книга Иова полностью отрицает такую точку зрения. Даже молитва, правильно? Even prayer. Even prayer. Даже молитва. Right. Now, when you pray, as we probably touched on in Psalms, И когда мы молимся, мы, кажется, касались этого, когда говорили о псалмах. we're appealing to God's essence to answer that prayer. Когда мы молимся, мы в ответе, в поисках ответа на молитву, мы приходим к самой сущности Бога, к Его характеру. And God's character is merciful. И действительно, суть и характер Бога – это Его милосердие. He is loving. Он действительно любящий Бог. And He does have a contract with, say, Israel. И у Бога есть действительно определенный договор, завет с Израилем. But Но He's not obligated to answer your prayer. Он не обязан отвечать на вашу молитву. And what I found is that most of my prayers are answered in a different way than I would have picked. И что я обнаружил, что большинство моих молитв, на большинство моих молитв Бог отвечает совсем не так, как я бы этого хотел. And at those times, I'm so glad that I wasn't God, И в такие моменты я так рад, что я не Бог. because God did it better. Поскольку Бог отвечает всегда лучше, чем я бы And придумал. you probably have experienced that. У вас, наверное, тоже такой опыт есть. So let's look at some key verses here. What gives us the clues to this book? Да, давайте посмотрим ключевые стихи и какие стихи дают нам какое-то понимание, представление о книге. Now, if you were here for the hermeneutics class last year, Если вы были со мной на курсе герменевтики в прошлом году, you'll know that you'll get a clue either at the beginning or at the end. то вы Or both. помните, да, что зацепку к пониманию книги вы получаете в начале или в конце, или и в начале, и в конце. So chapter 42, verses 1 through 6, И давайте откроем 42 главу с 1 по 6 стих. really sums up a lot right here. И очень многому там подводится итог в конце. So if somebody would read those first 6 verses. Прочти, пожалуйста, кто-то последнюю главу 42, первые 46 стихов. Отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить. И что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаюсь в прахе. Now that is an excellent paragraph to memorize. Это отличный абзац, который стоит заучить на память. Now notice what he says here, И обратите внимание, что здесь говорит Иов, particularly verse 5. особенно в 5 стихе. I've heard of you by the hearing of the ear. Я слышал о тебе слухом уха. So in other words, I've learned a lot of doctrine, То есть я выучил многие доктрины, иными словами. but now my eyes see you. Но теперь мои глаза видят тебя. So now by experience, I actually understand what I've learned. Но теперь через свой опыт я понял то, что я когда-то выучил. And so that's really the heart of the issue, is that I've said the things in my life that I didn't understand what I was saying. И в этом суть вопроса. Я в своей жизни много чего говорил правильного, чего на самом деле не понимал в глубине. And that's what Job is telling God. I'd just rather let you do it. И вот именно это говорит Иов. Господь, лучше ты все сделай. Лучше. So wonderful verses there. Чудесные стихи. So part of the structure here, very interesting. Итак, говоря о структуре, очень интересная структура. As I mentioned, this is the greatest poem ever written. Как я уже упоминал, это величайшая из написанных поэм. So we have the poem sandwiched between two sections of prose. Мы видим, что поэтическая поэма фактически она как
в бутерброде, да, лежит между двумя кусками прозы. Now, the poetry, every speech in this book is poetry. И каждая речь в этой книге это поэзия. And it's ancient Hebrew poetry. И это древнееврейская поэзия. So this is probably one of the most difficult books of the Bible to interpret. И потому это, наверное, одна из самых трудных для истолкования книг в еврейской Библии. There's some very interesting vocabulary. Есть очень интересненькие слова, Very ancient words that are used. очень древние слова с непонятным значением. There's a lot of what do you call them, hypoxygomen, that's one-time use. Да, очень много слов, которые используются лишь единожды вот в этом месте, в этой книге. And so, but the prose gives a very interesting insight into the world. Но проза, вообще прозаическая часть, окантовка, дает очень интересный взгляд на мир и на происшедшее. We actually get to see into heaven. Мы видим в прозаической части сцену, происшедшую на небесах. Let's see, what are we doing here? We'll get to that in just a second. And then very interesting, God speaks to Job. Интересно, что Бог обращается к Иову. You don't really see that in many of the other books where God comes down and defends himself. Не так часто вы видите в других книгах, когда Бог спускается, чтобы себя защитить. Now God does speak to the prophets for sure. И, конечно же, Бог обращался к пророку. But in Job, God shows up in a hurricane and just lets Job have it. Have it, yeah? Yeah, he just Да. tells him what it is. Да, и в случае Иова Бог явился к нему в буре, там, в урагане и просто поставил, так сказать, Иова перед фактом и разложил ему все по полочкам. It's kind of scary. Это пугающе, наверное, было. I love the unbelievers that, well, God should just show up and talk to me. Да, мне, конечно, так не нравится, когда неверующие говорят, It's ну, like, я хочу, чтобы Бог мне вот явился и сказал. they need to go read the Bible because when God shows up and talks to people, it's usually not very good. Да, они, наверное, явно не читали Библию, если так говорят, потому что если Бог является вам что-то напрямую сказать, то это плохой знак. So, all right. Some distinctive features. Let's Итак, see. отличительные черты книги. Let's see. You Skip it skip on the back. Satan and the prosperity gospel and Yeah, let's see, where am I at? Yeah, okay, so again, one of the interesting features of this is the appearance of Satan in heaven. Да, интересная особенность книги это то, что мы видим как появление сатаны на небесах. So Satan shows up in chapter 1 and 2 and basically presents a prosperity gospel. Сатана появляется уже в 1-2 главе и, по сути, он несет с собой Евангелие процветания. Satan tells God that the only reason that Job follows you is because he's being blessed. Сатана говорит Богу, ну смотри, Бог, единственная причина, по которой Иов за тобой следует, это то, что ты его благословил. So have you ever heard people say, oh, believe in God and you'll be prosperous? Слышали ли вы людей, которые говорят, поверь в Бога и будешь процветать? Слушай рядом. А? All the time. Слушай рядом. Тебе плохо, приди ко Христу. You feel bad, come to Christ. That is Satan's argument. Это аргумент сатаны. So, I mean, look, turn to Job 1. Let's look at Satan's argument here for Откройте just a Иова second. 1 главу, давайте разберемся с аргументом сатаны. I mean, we're going to go through the book here, but in verses 9 and 10, В стихах 9 и 10 1 главы. you blessed him and you prospered his possessions. Ты дело рук его благословил и кругом оградил его, и дом его. And you protected him from suffering, Ты right? защитил его от страданий. По сути, это говорит He сатана. basically says in verse 11 that if he suffers, then he's going to turn away. И сатана говорит в 11 стихе, если Иов подвергнется страданиям, то он отвернется от тебя. That argument is basically God is not worthy of our respect.
И аргумент заключается в том, что Бог сам по себе нашего почтения и уважения не достоин. If God isn't nice to me, then I have no reason to respect Him. Если Бог со мной плохо обращается, у меня нет никаких причин его уважать. That is a satanic lie. Это сатанинская ложь. And it's right there in chapter 1. И она прямо здесь, в 1 главе. So be careful when you think that or when you hear others say that. Поэтому будьте осторожны, когда вы это слышите, когда вы это говорите, не дай Бог, или когда вы слышите от других. The questions that God asked at the end of the book, Вопрос, который задал Бог в конце книги, they're questions that man can't answer, это вопрос, на который человек не может ответить. and they're designed to humble a human being. И этот вопрос предназначен для того, чтобы смирить человека. And they're basically say, trust me even though you don't know what's going on. И ответ, который дает Бог, заключается в том, что доверься мне, даже когда ты не знаешь, что происходит.